Она стояла на крыльце старого дома, оплетенного диким виноградом. Закат отражался в ее глазах, превращая небо и горы в пылающее море света. Воздух был пропитан запахом хвои и влажной земли, а туман поднимался над склонами, как дыхание самой природы. Перед ней стоял Лиам, человек, будто выточенный из камня. Его плечи были широкими, руки грубыми от труда, а взгляд глубоким, как горное озеро. Он умел молчать так, что это молчание говорило больше слов. С первого дня, когда Эмма заблудилась в этих горах, и он вывел ее на свет из тумана, между ними возникла связь, тихая, но прочная, как корни сосны в камнях. С тех пор она видела в нем не просто силу, а ту редкую стойкость, в которой прячется доброта. Он был для нее защитой, бурей и тишиной одновременно. Его присутствие делало мир устойчивым. И теперь, глядя на него, она наконец поняла — он — ее дом. Эмма боялась этих слов, но, стоя напротив, сказала их спокойно, без дрожи. Все вокруг будто замерло, даже ветер стих. Для нее дом всегда был местом, где можно укрыться. Но рядом с Лиамом она чувствовала то, чего не давали стены — покой, уверенность, смысл. Лиам долго не поднимал глаз. Он не привык к таким признаниям. Его жизнь прошла среди гор, одиночества и труда. Он знал, как выстоять под лавиной, но не знал, что делать, когда кто-то открывает перед ним сердце. Ее слова прорвались сквозь броню, и что-то в нем треснуло. Он вспомнил детство, холодную хижину, мать с усталым лицом, зимние ночи, когда тишина была его единственным собеседником. Он думал, что навсегда останется один, что любовь — это слабость. Но теперь рядом стояла Эмма, живая, теплая, настоящая, и разрушала все его убеждения. Он хотел ответить, но не смог. Только тихо вдохнул, и в его глазах блеснули слезы. Не от боли, а от освобождения. Эти слезы были первыми за многие годы. С каждой каплей уходила тяжесть, накопленная годами одиночества. Эмма подошла ближе, положила ладонь ему на грудь. Под ее пальцами билось сердце, сильное, но растерянное. Она знала, сейчас он на грани, и сказала только одно, что он достоин. Достоин любви, покоя, жизни без страха. Лиам дрогнул. Все внутри него рушилось и собиралось заново. Он понял, что сила — это не в том, чтобы терпеть, а в том, чтобы позволить себе быть живым. Он закрыл глаза, и слезы потекли свободно. Эмма не отвела взгляда. В этих слезах она видела его настоящего, человека, а не камень. Она осторожно обняла его, и он впервые за долгие годы позволил себе расслабиться. Ее руки стали для него убежищем. Он понял, плакать не стыдно. Страшнее, всю жизнь бояться быть любимым. Его плечи дрожали, но сердце билось легко, как будто сбросило вечный груз. Он, человек гор, наконец поверил, быть домом можно не только из камня, но и из сердца.